Well, let's continue in building a counseling model. Давайте мы продолжим дальше строить модель душеобучения. We have to have clear ways and biblical ways of thinking about the problem of human behavior. Нам нужен библейский подход к пониманию человеческого поведения. And so I've been trying to build a biblical model for counseling. И поэтому я пытался строить, мне кажется, такую библейскую модель душеобучения. Because we cannot counsel effectively unless we understand the ways that people have become derailed from knowing and loving God and others. Потому что мы не можем эффективно душеповлекать людей, если мы не понимаем именно то, как они сошли с рельса, скажем так, в отношении Бога, в отношениях с Богом. The scriptures forge a link between the internal issues of the heart and the behavior of people. И Писание выстраивает такую ясную, важную связь между помышлениями сердечными и внешним поведением. In Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for from it flows the issues of life. И мы читали притчи 4:23, больше всего хранимого, храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Luke 6 says it's out of the overflow of the heart that the mouth speaks. Лука 6 глава, из переизбытка сердца говорят уста. And in the ministry of Christ, he focused on the ways that the heart produces behavior. И в служении Христа он уделял внимание тому, как помышление сердца производит We have an illustration of that in Mark chapter 7. Иллюстрацию этого принципа мы получаем в 7 главе Марка. And in this passage, the Pharisees come to Jesus with accusations against Jesus' disciples. И здесь фарисеи приходят к Иисусу с обвинениями в адрес учеников Христа. So they say, your disciples have defiled themselves. Они говорят, твои ученики осквернились, because they've eaten without a ceremonial washing. Потому что они поели без того, чтобы помыть руки нужным образом. Jesus rebukes the Pharisees. И Иисус обличает фарисеев. He quotes the prophet Isaiah. Он цитирует пророка Исаию. He says in verse 9, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Or it's verse 6, I'm sorry. В 6 стихе он пишет, он сказал в ответ, хорошо проросло у вас лицемерие Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко стоит от меня. There's a parallel passage to this in Matthew chapter 15. Есть параллельное место в 15 главе от Матфея. And in that passage you get a sense of how shocked the disciples are by the forcefulness of Christ's rebuke. И там мы ощущаем, насколько шокированы ученики жесткостью суждения Христа. And so when the Pharisees have gone, the disciples come to Jesus. И когда ушли фарисеи, ученики пришли к Иисусу. And they say, Master, help us to understand this teaching. И они говорят, Господи, пожалуйста, помоги нам понять это учение. I'm back in Mark 7. И Матфея 7 глава. Beginning with verse 18. Начинать с 18 стиха. Jesus says, are you so dull? Don't you see that nothing that a man from outside can make him unclean? Because it doesn't go into his heart, but into his stomach and then out of his body. Он сказал, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто из вне входящего человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон. That was the Pharisees' accusation. Вот как раз в этом как раз и было обвинение фарисеев. Your disciples are unclean because they've eaten without ceremonial washing. Твои ученики нечисты, потому что они ели без этого ритуального омовения.
And Jesus says, no, you're not defiled by what you eat. Иисус говорит, нет, тебя не оскверняет то, что ты ешь. What you eat passes through you. То, что ты ешь, проходит через тебя. But then he goes on and he says, it's what comes out of a man that defiles him and makes him unclean. Но потом далее сказал, исходящий из человека оскверняет человека. And could you read verses 21 to 23 for us? Читаю с 21 стиха по 23. «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, мысль, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит, оскверняет человека». So we're building a model here for biblical counseling. Итак, мы строим модель библейского душеобучения. And on the one hand, we see the scripture teaches that it's out of the overflow of the heart that the mouth speaks. С одной стороны, мы видим, что Писание говорит, из переизбытка сердца говорят уста. When I fail to love God and I make this exchange, I exchange the truth for a lie, then I will worship and serve created things rather than the Creator. Когда я не люблю Бога, и я совершаю эту замену великую, и тогда я буду служить и поклоняться Твоей вместо Творца. So on one hand, we could say that idolatry in the human heart is the reason for behavior that is inappropriate. Вот, и мы можем сказать, что идолопоклонство в человеческом сердце – это причина неверного поведения. We see that here in Matthew chapter 7. Мы видим это здесь, в 7 главе Евангелия от Марка. All these evils come from inside, out of the heart. Все это зло исходит изнутри. We saw it at the end of Romans 1. If we fail to love God, then it produces all these destructive behaviors. Мы видели это в первой главе Римлянам. Если мы не любим Бога, то из этого вытекают все эти неправильные поведения. So we get in trouble as human beings because we are failing to love God as we ought to love Him. И поэтому у нас есть проблема, то есть у нас проблема как людей. Потому что мы не любим Бога как надо. We worship and serve idols of the heart rather than God. И мы любим и служим идолам сердца вместо Бога. So the only way that we can put off those idols is by enthroning Christ. Единственный способ убрать идолов – это возвести Христа на престол. So counseling ministry has to shepherd people through the second great exchange. И поэтому душепопечение должно ввести людей через эту вторую великую замену. To exchange the lie for the truth. Заменить ложь истиной. And worship and serve the Creator rather than the creation. И поклоняться и служить Творцу вместо Твоей. So identifying and dethroning idols is not enough. Поэтому просто распознать и потом убрать идолов, это недостаточно. That's a very important part of the counseling process. Это очень важная часть процесса душепопечения. Is helping people see the ways that they have worshipped and served idols of the heart rather than God. Помогать людям видеть, как они служили и поклонялись идолам сердца вместо Бога. But we've got to go beyond that. Но мы должны дальше идти. We want to counsel people to enthrone Christ and find their joy and delight in Christ. Мы хотим душепопекать людей, чтобы они могли возвести Христа на престол и получить радость и удовлетворение в нем. So, as human beings, when we fail to love God supremely, we worship and serve idols. И как люди, да, то есть мы будучи людьми, когда мы не любим Бога как-то больше всего, то мы любим другое. The only way that idolatry can be dealt with is by enthroning Christ. Единственное, что можно сделать, чтобы разобраться с этим идолопоклонством, это возвести Христа на престол. So we're finding Christ to be our joy and our delight. И чтобы Христос стал нашей радостью и нашим удовольствием. So the put off is to get rid of the idols. То есть снять, убрать, это надо идолы. But the put on is to enthrone Christ and delight ourselves in Christ. Надеть как-то ставить на его месте, это надо Христа. In fact, we could say it's not possible to put off the idols without putting on
the delights of knowing Christ. Можно сказать, что нельзя снять идолов без того, чтобы надеть Христа. I got a letter recently from a friend who leads a Christian ministry. Я недавно получил письмо от одного друга, который вот является ведущим одного христианского служения. And in the course of the letter, he was mentioning trials and the ways that trials produce growth in us. И вот в этом письме он писал об испытаниях и о том, как испытания вот приводят к росту в нас. And he said something that I'm sure I may have said at some time. И он написал то, что я думаю, я тоже, наверное, сказал. He said, remember, God is not concerned with your happiness, He's concerned with your holiness. Он говорит, помни, что Богу не интересно твое счастье, Его интересна твоя святость. But as I reflect on that statement, it troubled me a little bit. Ну, когда я размышлял вот над этим утверждением, меня это смущало немного. Because it seemed to put holiness and happiness opposite each other. Потому что он фактически противопоставлял святость и счастье. And in one way, I understand the statement. И, конечно, с одной стороны, я понимаю, о чем он говорил. Moses talks or Hebrews speaks of Moses choosing to be mistreated with the people of God over the pleasures of sin for a short period of time. Например, вот послание к евреям говорит о том, как Моисей предпочитал страдать вместе с Божьим народом, вместо того, чтобы наслаждаться грехом на короткое время. So I understand what I think my friend meant by that statement. Поэтому я понимаю, что хотел сказать вот мой друг. But I found myself thinking about the end of Psalm 16. Но все-таки я начал думать о конце 15-го псалма. Psalm 16:11 says that at the right hand of God there are pleasures forever. В 15-м псалме и в 11 стихе написано, что есть полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей, вовек. The greatest pleasures that human beings can experience are the pleasures that are found at the right hand of God. Самое лучшее удовольствие, которое христианин может испытывать, это эти радости и удовольствия, которые есть одесную Бога. So we could say that since God is concerned with our happiness, He's also concerned with our holiness. И поэтому мы можем сказать, именно потому, что Богу интересна наша святость. Интересно наше счастье, поэтому Он интересуется нашим счастьем. Holiness is the only sure pathway to happiness. Потому что святость – это единственный верный путь к счастью. And it's true that all people crave happiness. И, конечно, все люди желают счастья. It doesn't matter who you counsel. Неважно, кого ты душеповлекаешь. Little children, маленькие дети, school-age children, дети школьного возраста, teenagers, подростки, young married couples, молодые супружеские пары, older people, люди постарше, even retired people. даже пенсионеры. They all crave happiness. Они все желают счастья. Everything people do is done to make them happy. Все, что люди делают, это делается для того, чтобы люди были счастливыми от этого. And Jonathan Edwards wrote a sermon about Christian happiness when he was 18 years old. И Джонатан Эдвардс написал проповедь о христианском счастье, когда ему было 18 лет. And he says the wisest men do things that will give them the greatest happiness. Он написал, что самые мудрые люди делают то, что принесет им наибольшее счастье. He says there's no one on earth that's not seeking to be happy. И он говорит, нет того человека на земле, который не хочет счастья. People will try everything to make themselves happy men. Люди попробуют все, что угодно, чтобы стать счастливыми. They wander all over the face of the earth to find it. Они будут готовы бродить по всему лицу земли, чтобы его найти. They will seek into the waters. Они в водах будут его искать. And on dry land. И на суше. And under the waters. И под водой. And in the depths of the earth. И в глубине морской.
They will labor all their lives for happiness. Они будут трудиться всю жизнь ради счастья. They will endanger their lives. Они подвергнут свою жизнь опасности. They'll pass over mountains and go through valleys. Они готовы перелазить горы и проходить через долины. They'll go through fire and water seeking happiness. Пройдут огонь и воду в поисках счастья. Even though the true way of happiness is right before them. Несмотря на то, что истинный путь счастья как раз перед лицом. If they would step into it, they would have the greatest happiness that they can imagine. Если бы встали на этот путь, они бы получили вот ту самое высокое счастье, которое только можно найти. And of course, he's referring to the happiness that is found in knowing God. И, конечно, он говорит о том счастье, которое можно найти, которое человек находит в общении с Богом. In finding God to be all we need. Когда человек находит, что Бог это все, что ему нужно. Sometimes people are almost ashamed of their passion for happiness. Иногда людям даже стыдно за то, что они хотят счастья. In fact, some Christians think that something has greater virtue if we're doing something we don't want to do. И есть христиане, которые считают, что вот есть больше благодетелей в том поступке, который вообще не хочется делать. In fact, many Christians act as though the world and disobedience to God offers real pleasure. И многие христиане, по сути, мыслят и поступают так, как будто вот мир и непослушание Богу – это то, что приносит истинную радость. But I can't have those pleasures because I'm a Christian. Но мне такое удовольствие, такая радость нельзя, потому что я христианин. Psalm 16 says something quite different. Псалом 15 говорит совершенно другому. It says in verse 11, "You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." Вот тут написано, он пишет, что ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство деснице Твоей вовек. The greatest pleasure anyone can experience are the pleasures that are found in knowing God. Самое высокое удовольствие, которое можно только испытывать, это то удовольствие, которое можно найти только в Боге. The true pursuit of God is a pursuit of pleasure, of lasting pleasure. Истинный поиск Бога – это поиск истинного вечного счастья. And you will never counsel someone whose life has gotten into trouble because he was pursuing God too fully. И никогда не найдешь, никогда не будешь попекать того человека, который попал в беду, потому что он слишком искал счастья в Боге. What we want to help people see is that seeking pleasure in God and delighting in Him is a means to gaining victory over sin. И мы хотим, чтобы люди поняли, что вот искать Бога и искать радости в Нем – это как раз тот путь к победе над грехом. Because they will never treasure God and fellowship and communion with God unless they find pleasure in God. Потому что они никогда не будут как-то поступать правильно перед Богом и общаться глубоко с Богом, если они не убеждены, что можно найти счастье в Боге. I mean, how do you measure the value of something in your life? Как измерять ценность чего-то в своей жизни? Isn't it by how much pleasure it gives you? То есть не так ли, что мы измеряем ценность какой-то вещи по тому, сколько удовольствия мы получаем. The intensity of your delight in something helps you see how valuable it is to you. То есть вот насыщенность того счастья, которое мы получаем, говорит нам о ценности данной вещи. The superlatives that you use to describe it show how much you value those things that give you pleasure. Как раз вот те слова, как самое то, самое это, эти формы прилагательных как раз показывают, насколько высоко мы ценим. And what we want the people we counsel to see is that the greatest pleasure they can experience is the pleasure in knowing God. И мы хотим, чтобы наши душепопекаемые поняли, что самое высокое удовольствие, которое мы можем испытывать, это то удовольствие, которое есть в Боге. And when we find pleasure in Him, He is the most glorified in us. И когда мы находим удовольствие в Нем, то Он как раз в
полной мере прославляется в нас. In 1992, I was in Africa for 6 weeks. В 1992 году я был в Африке 6 недель. I still have a picture on my desk of my wife and I locked in embrace at the airport when I returned home. У меня на рабочем столе до сих пор стоит фотография того, как мы с женой обнимаемся в аэропорту, когда я вернулся домой. Unknown to us, there were some friends of ours at the airport. Вот мы не знали, что какие-то наши друзья как раз присутствовали в аэропорту. And they saw they saw my wife running toward me and leaping into my arms, and they took a picture at just the right moment. Они видели, как Марджи, моя жена, бежит ко мне и прыгает ко мне в объятия, и в тот момент они щелкнули, сделали фотографию. I had been gone for 6 weeks. У меня 6 недель не было. The fact that I had arrived home safely and was with her again gave her great joy. То, что я вернулся домой в безопасности и что я снова был с ней, это доставило ей огромную радость. It filled her with pleasure to see me coming from the airplane. Ее наполнила радость, удовольствие, то, что, просто видеть, как я иду из самолета. And her pleasure was expressed in running and leaping into my open arms. И вот ее удовольствие как раз выражалось в том, как она бежала и потом прыгнула мне в объятия. Now, how do you suppose I responded to her? Как вы думаете, как я отвечал ей в тот момент? I was honored by her delight in my return. Мне была огромная честь, вот то, что она так реагировала на мое возвращение. Her pleasure in the fact that I had come home again safely showed me how much she treasured me. Вот ее радость в моем возвращении домой вот говорила мне о том, насколько высоко она меня ценит. I was honored to be the object of her desire. Мне было честью быть предметом ее желания. Now, can you imagine me rebuking her? Вы можете себе представить, как я буду ее обличать за это? Here you are, so delighted to see me. Вот такая радостная возвращение. You're finding pleasure in the fact I'm home again. Понятно. Приятно тебе, что я вернулся домой. You are so selfish. Ты такая эгоистичная. It's all about you, isn't it? Everything's about you. Все про тебя. Все как-то, больше ничего не... How evil you are to be so consumed with your pleasure that you leap into my arms with glee. Какая ты злая и плохая, что ты просто тебя интересует только твоя радость, что ты прыгаешь мне в руки. Now you cannot imagine me responding to her like Это that. просто невообразимо. I was delighted. I was honored by her delight in my return. Меня просто мне была большая честь от того, что она так реагировала на меня. When she jumped into my arms, she was telling me that I was more important than anything else to her. Когда она прыгнула ко мне в объятия, она говорила, что я важнее ей для нее, чем что-либо другое. Now, an important part of counseling is to shepherd people to find delight in God. И очень важная часть душепопечения – это помочь людям найти это удовольствие в Боге. To run into His arms. Чтобы бежать к Нему в объятия. To embrace Him. Чтобы обнять Его. Because His embrace is the only embrace that really matters. Потому что Его объятие – это единственное объятие, которое действительно стоит того. See, in counseling, we want to help people come to Him for forgiveness. В душепопечении мы хотим, чтобы люди пришли к Нему за прощением. We want them to rest in His grace. Мы хотим, чтобы они покоились в Его благодати. To see that He is all that they need. Понять, что Он есть все, что им нужно. To have hearts that are filled with joy and wonder that magnifies God. Хотим, чтобы у них были сердца полные радости и удивления и перед Богом. Because when the wonder of grace and peace from God fills our heart with worship,
God is praised. Потому что когда удивление от мира с Богом и Его любви наполняет наше сердце, конечно, мы наполняемся и хвалой. He is enthroned when we are filled with awe of Him. Но Он как раз на престоле в нашей жизни, когда мы наполнены этим удивлением и радостью, восхищением. Let's go back to my illustration for a minute. Давайте вернемся к моей иллюстрации. What motivates my wife as she comes running to leap into my arms? Что мотивирует мою жену, когда она бежит ко мне? Is she motivated by a sense of duty? А ее мотивирует чувство долга? Is she watching the passengers come off the airplane? Смотрит ли она, как пассажиры уходят с самолета? And she says, okay, here he is. И я говорю, так, вот он. This one's my responsibility. Так, это моя ответственность. I guess I should run toward him and for good effect to make it look good. Наверное, я должна бежать к нему, чтобы как-то, было прилично. Oh, honey, I'm so flattered because you came running toward me. It makes me so happy. О, дорогая, я так польщена, что ты бежала ко мне. Я так счастлив от этого. And she said, well, somebody had to do it. Она говорила, больше некому вообще. It's my responsibility. It's my responsibility, isn't it? Это моя ответственность. I mean, you're my husband. Так, ты муж мой. What would our friends think if I didn't go running towards you? А соседи что будут думать, если не побегу? I was just doing my duty. Так, я просто долг исполнял, зачем? See, dutiful running to embrace your husband is a contradiction in terms, isn't it? Просто бежать к мужу, обнимать его из чувства долга, это просто какое-то противоречие. See, if she doesn't feel a spontaneous affection toward me that causes her to come running toward me, I'm not flattered by it. Если нет этого спонтанного желания просто бежать ко мне, то нет, то есть, это не висит мне совсем. It's her joy in it that makes it beautiful. И именно ее радость в этом делает это красивым. It's the fact that she's not calculating. То, что она не расчетливая в этом. She's not just stirring up some marital duty. Она не просто возбивает какое-то там чувство мужского долга. It's the fact that she's responding spontaneously that makes me honored by it. Вот, как раз спонтанность его отклика мне оказывает честь. And in counseling, we want to help people see that duty without delight dishonors God. И, конечно, мы хотим в душепопечении понять, что долг без радости не славит Бога. Now, do they have a duty to seek God? У наших душепопечений есть обязанность искать Бога? Yes. Долг искать Бога, да, есть. They're responsible to obey God and do His will. У них есть ответственность перед Богом искать Его и исполнять Его волю. But if our motivation is only duty and not the delight that we have in God, He's not honored by that. Но если мотивация это просто долг и не та радость, которая есть у нас в Боге, то это его особо не славит. So I want to look at some passages with you that show that by enjoying God and all that He is for us, we glorify Him. И поэтому я хочу обратиться вот сейчас к нескольким местам, которые показывают, что наша радость в Боге как раз Его прославляет. And God is honored when He is our pursuit of pleasure. И Бога прославляет только когда Он становится нашим, целью наших поисков. Let's look again at Psalm 16:11. Давайте еще раз посмотрим Псалом 15:11. You can read that to us. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости, и пред лицом Твоим блаженство в деснице Твоей вовек. This verse is not just a recitation of facts. Этот стих это не просто вот такое повторение фактов. It's an incentive to seek God. Это такое заманка, что ли, приманка искать Бога. It's in His presence the joy of your consolees can be made full. Как раз вот в Его присутствии радость становится полной. Fullness of God can be found nowhere else. Полноту жизни можно найти нигде в другом месте. And God says fullness of joy that transcends all other joy, is found at the right hand of God. И вот написано здесь, что полнота радости, радость, которая превышает все остальное в мире, она находится как раз
одесную Бога, в деснице Божьей. In God, there are joys that will not only enthrall us for this life, but actually even for eternity. И здесь написано, что вот в Боге есть радости, которые нас будут восхищать не только в этой жизни, но и в вечности. Spiritual joy and delight are found at the right hand of God and nowhere else. Духовные радости и удовольствия, они находятся в деснице Божьей и больше нигде. And I hope you are seeing how that delight in God is an essential part of this counseling model. Я надеюсь, вы понимаете, почему эта радость и удовольствие в Боге является центральной составляющей этой модели душесвечения. Because idolatry lies behind and underneath all the ways that we sin. Потому что идолопоклонство лежит за и под всеми проявлениями нашего греха. And the ways we fail to love God and others must not only be abandoned, but they must be replaced with delight in God. И то, как мы не любили Бога, то есть все наши проявления Бога, проявления нашей не любви к Богу, мы должны оставить и искать радости в Боге вместо этого. We are made for God made us for Himself. Бог создал нас для себя. And He's built within us an insatiable hunger for joy and delight. И Он поместил в нас такое ненасытимую потребность в радости и удовольствии. And it's only in God that we will find true and lasting joy and pleasure. И только в Боге мы найдем эту истинную вечную радость и удовольствие. And God has made us like this because He's made us for Himself. И Бог нас сделал такими, потому что Он сделал нас для себя. And the people you counsel will try to fulfill those desires in ways that are wrong and in ways that will never work. И вот те, кого мы душепопекаем, они будут пытаться исполнить эти желания, всякими способами, которые не работают, которые не... The entire book of Ecclesiastes is about that. Вся книга Экклезиаста как раз про это. But the desire for pleasure and fulfillment are not wrong. Но именно желание радости и удовольствия, оно вполне верно. But there's only one place where those desires can be Но fulfilled. только в одном месте можно исполнить такие желания. In His presence, there is fullness of joy and pleasures forever. Пред лицом Божьим есть полнота радости вовек. So Christianity does not turn us away from desire. То есть христианство не отворачивает нас от желаний. Buddhism does that. А буддизм так делает. One of the four noble truths of Buddhism is that the cause of suffering is desire. Одна из благородных истин буддизма это что The cause of suffering is desire. Причина страданий это желание. And so the way to end suffering is to get rid of desire. И поэтому, чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от желаний. If you reduce your longings, then your sadness will go away. Если ты уменьшаешь свои желания, то и ваша грусть, грусть как-то не. Christianity has a very different message. У христианства совершенно другой посыл. It says God made you with passions and desires. Христианство говорит, что Бог сделал тебя, со страстями, с желаниями. The problem is not that you desire. Проблема не в том, что, тот факт, что ты, чего ты желаешь. The problem is that the enemy of our souls tells us that these longings can be satisfied in something other than God. Проблема, что враг душ человеческих говорит, что эти желания можно исполнить, можно удовлетворить чем-то другим, кроме Бога. See, the enemy of our souls tries to distort or warp the enjoyment of pleasure. Враг душ наших, он пытается исказить истинную радость нашу. So we seek pleasure in ways that are not according to God's time. И поэтому мы ищем радости, которые не соответствуют Божьему плану, Божьему расписанию. And so the enemy of our soul wants to create cravings in us that cannot be satisfied. И поэтому враг нашей души хочет создать в нас желания, которых нельзя удовлетворить. And all the pleasures of sin are cravings that can never be satisfied. И все радости греха, это радости, это желания, которые нельзя исполнить.
See, the problem is not that we have desires. Проблема не в том, что у нас есть эти желания. We have desires because we're made for God. У нас есть эти желания, потому что мы созданы для Бога. The problem is we desire sin rather than God. Проблема в том, что мы желаем греха вместо Бога. And we've believed the greatest lie that was ever told. И мы поверили в самую большую ложь, которая когда-либо была сказана. That the pleasures and delights of this world are greater and more satisfying than the pleasures of God and what He's given us in His Son. Что радости и удовольствия этого мира, они больше и более долговечные, чем те радости, которые Бог нам дает в Своем Сыне. Psalm 34:8 is another verse. Псалом 33:8 says, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him." Извините, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». It's a very vivid picture. Очень яркая картина. Taste and see. Вкусите и увидите. Taste the Lord. Вкусите Господа. Taste His goodness. Вкусите Его доброту, Его благо. Taste His grace. Вкусите Его благодать. Taste His mercy. Vkusite Его милость. Taste His kindness. Вкусите Его доброту. Taste His love. Вкусите Его любовь. Taste His forgiveness. Вкусите Его прощение. Taste the delights of His complexity and His glory. Вкусите радости Его глубины, Его славы. Taste His attributes. Taste and see, and you will find that He is good. Вкусите Его качества. Вкусите и увидите, что как Он благ. Another passage, Psalm 27:4. Псалом 26. One thing I ask of the Lord, and that's what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во всей дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Notice his focal point, to gaze upon the beauty of the Lord. И вот обратите внимание, какое средоточие здесь, чтобы созерцать красоту Господню. Now, if you do any reading in aesthetics, you'll know that it's quite hard to define beauty. Если читать книги на тему эстетики, вы быстро поймете, что достаточно трудно определить значение слова «красота». God alone is beautiful in the absolute and unqualified sense. Один Бог красивый в таком абсолютном и неограниченном смысле. In God there is complete harmony. В Боге полная гармония. There's perfect balance. Полный баланс. Perfect proportion. Совершенные пропорции. There's great brilliance. Такая блестящая красота. There's solid integrity. Есть такая твердая целостность. If we thought of God as a painting, there would not be one brush stroke too many or out of place. Если бы вообразить Бога как картину, там не было бы ни одного лишнего штриха. Or if we think of Him as music, there would not be one discordant note. И если как музыку представить Его, ни одной несозвучной ноты не было. Or if we think of Him as a sculpture, there's not one element that is too heavy or too thin. Или если он произведение скульптуры, то нет ни одной составляющей, которая слишком толстая или слишком тонкая. And David's passion in the midst of the turmoil of Psalm 67 is to gaze upon the beauty of the Lord. 27. И вот как раз страсть и желание Давида во всей буре, во всех бурных событиях, о которых говорится в 26-м псалме, средоточие его – это желание созерцать лицо Господа. It's to delight in God's beauty. Это радоваться красоте Божьей. 2 Corinthians 3:18 says that beholding God, gazing on His beauty, we become like Him. 2 Коринфянам 3:18, там написано:
И мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. We beholding Him as a way of becoming like Him. То есть созерцать Бога – это способ стать как Бог. As we admire His beauty, we become like what we admire. То есть по мере того, как мы созерцаем Его красоту, мы восхищаемся Его красотой, мы становимся похожими на то, чем мы восхищаемся. You see, one of the problems we have as people in a fallen world is that there are many counterfeits to knowing God and delighting in God. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в падшем мире, это что есть очень много подделок Бога и той радости, которую мы. And these counterfeits promise fulfillment that they cannot supply. И эти подделки, они обещают радости и счастье, которые они не в силах дать. And one of the problems of our counselees is that they have developed an appetite for the counterfeit. И одна из проблем наших душепопекаемых, это что они вошли во вкус на эти подделки. And they've opened themselves up to passions and desires that cannot fulfill them as human beings. И они открыли себя для страстей и желаний, которые не способны их удовлетворить как людей. And it's not just a matter of trying and concluding that it cannot satisfy. И вопрос даже не в том, что что-то испробовать и прийти к выводу, что оно не может удовлетворить. But the experience of the counterfeit actually dulls the soul. То есть потому что именно потребление этой подделки отупляет душу. So when we pursue things other than God, not only can that never satisfy, but it dulls and deadens our souls toward what is real, lasting pleasure. Когда мы гоняемся за тем, что не является Богом, мы не только не получаем этой радости, но мы еще затупляем нашу способность наслаждаться Богом. But the hope is that Christ is able to deliver us from the bondage in which we place ourselves. He Но наша forgives надежда в us. том, что Христос способен избавить нас из того заключения, что мы сами себя And He поместили. empowers us. И Он дает нам силу. So here's this model that I've sought to present to you today. И вот эта модель, которую я попытался вам сегодня представить. All the problems of living have their origin in the heart. Все проблемы жизни вытекают из сердца. Because when we enthrone idols and worship and serve idols in our hearts, we have turned away from God. Потому что когда мы возводим идолы на престол в нашем сердце и отвращаемся от Бога, то есть и любим их, то мы отвернулись от Бога. And it's only delighting ourselves in God that ultimately frees us from the idolatries of our heart. И только радость и удовлетворение в Боге, в конце концов, может нас освободить от привязанности к этим идолам. And the challenge of counseling is helping people identify those idols of the heart. И задача душепопечения помочь людям распознать эти идолы сердца. And to turn away from those idols and embrace God as the one who alone can satisfy their deepest longings. Отвернуться от этих идолов и повернуться к Богу, как к единственному, который способен удовлетворить эти желания и страсти. And we'll pick it up there tomorrow morning. И вот с этой точки мы продолжим завтра утром. Let me just have a word of prayer with you. Давайте помолимся.